Тельцы, приветствую вас. Меня зовут Ева Лехцер. Мы сегодня с вами будем смотреть ваш таро-прогноз на март 2024 года. Проанализируем цепочку предстоящих событий, сделаем акцент на наиболее важных из них. И помогут нам сегодня в этом золотые венецианские Ленорман от Евгения Винницкого и мистические египетские таро. Поэтому давайте с вами приступим. Колода хоть и темная, предупреждаю сразу, но она очень говорливая. Посмотрим, что она вам напророчит. Но пока вы настраиваетесь на расклад, сделаю небольшую ремарку. Если вы хотите сами брать какие-то наработки по обучению, обучаться и развиваться, вы можете стать спонсором канала на уровне архитектор и получать дополнительные опции в свою базу знаний. Ну а мы с вами продолжаем. Итак, основные энергии, работа, финансы, здоровье, личная жизнь и рекомендации от карт. Что у вас здесь на март месяц? Итак, основные энергии. У вас ложится аркан Император. Карта стабильности, контроля, самодостаточности, целостности, лидерских позиций, авторитета. И, безусловно, вы будете так проявляться, так себя позиционировать, работать над своим становлением. И неважно, у вас свой бизнес или вы являетесь наемным сотрудником. То есть это быть хозяином ситуации, хозяином положения. Ну и, конечно же, данный аркан может указывать на влияние какого-либо мужчины на многие событийный ряд в вашей жизни, будь то работа, финансы, личная жизнь или даже вопросы здоровья. Поэтому император для каждого из вас может раскрыться по-разному. Давайте смотреть, в какой нише он в большей степени для вас прозвучит. И поскольку у нас здесь ложится аркан Отшельник, значит, во-первых, это может быть взаимодействие с вашим отцом, с вашим дедушкой, или у вас может быть старший супруг, то есть зрелый, какая-то помощь, поддержка, содействие от него. И более того, это действительно путь, который вы будете идти самостоятельно, а именно к свету знаний, к становлению себя, к вопросам будущего. Хоть в прямом смысле слова император, отшельник, это даже как задуматься над тем, как обеспечить себе старость, как жить комфортно в зрелые годы. Что для этого нужно сделать уже сейчас. Смотрим с вами вопросы работы. У нас здесь ложится аркан Башня. И обратите внимание, здесь не зря изображен циферблат, часы, как точка или время отсчета кардинальных перемен, разрушения старого и создания нового. Сама башня здесь не разрушена, посмотрите внимательно. Это говорит о том, что вы будете выстраивать совершенно новую, иную структуру. Будем раскрывать, как именно и в каком ключе, но арканы уже указывают на это. Итак, для тех, кто у нас сейчас не работает и по ряду причин работать не может, что здесь? Здесь ложится шестерка жезлов. Это понимание процессов, это карта победы, триумфа и успеха. Потому что в связке с башней ситуация, когда вы можете организовать себе какую-то деятельность или работу на дому, работать дистанционно, выполнять какой-то объем работ и задач. И для вас это будет сродни открытию, эврика. Вот, состоялось, свершилось, я там додумалась, я это реализовала. То есть здесь это в первую очередь, знаете, как оказаться в нужное время в нужном месте. Повторюсь, башня здесь не разрушена, это не вопрос разрушения, это вопрос кардинальных трансформаций, как вашего мировоззрения, ваших устоев, взглядов, вашей социальности, ваших привычек, ну и, конечно же, сферы деятельности. Для тех, кто у нас является соискателем, что такое башня с тузом мечей? Если вы себя искали или хотели реализовать в нише все, что связано непосредственно с недвижимостью, строительством или любыми организациями, которые напрямую или косвенно связаны с недвижимостью, обслуживанием ее, ну, допустим, ландшафтный дизайн или дизайн интерьеров, клининг, или, может быть, там текстильное производство, потому что это тоже своего рода как создавать уют дома. То есть вот это все у вас действительно может хорошо пойти. Если смотреть ситуацию для тех, кто является наемным сотрудником, то башня и смерть говорят о следующем. Либо вами будет принято решение об увольнении, вам могут заявить, допустим, о сокращении или о закрытии предприятия.
Ситуация, когда по ряду причин вы поймете, что все, отжило, не нужно, нет смысла здесь что-то ловить, что-то искать. Причем, смотрите, открывая колоду, 7 монет, вы как долго этого ждали или долго к этому шли, размышляли над этим. В положительном ключе, в положительном аспекте, это может быть ситуация, когда вы не работаете, ну то есть вы, допустим, в отпуске или на больничном листе. Во всех остальных случаях эти арканы показывают что кардинальную трансформацию, перемен, то есть желание уйти в иное. То есть вы приложите к этому немало усилий, ну и, конечно же, добьетесь, получите результат. Так, ситуация для тех, кто владеет собственным делом, собственным бизнесом. А здесь башня и 7 мечей говорят о следующем. О ситуации, с которой вы можете столкнуться. А именно, вот такой момент, когда вас пытаются обворовать, обокрасть, отжать ваше дело. Так вот здесь башня и 7 мечей, вот открываю с вами дополнительный аркан, и ложится король жезлов. Это такая позиция, не рой другому яму, сам в нее попадешь. То есть здесь вот эти действия обернуть против ваших конкурентов или оппонентов. Ну давайте с вами даже откроем, дотянем. И здесь у нас ложится 4 жезлов. То есть смотрите, вы остаетесь при своей стабильности, но при этом можете рушить мир или стабильность ваших конкурентов или оппонентов. То есть, иными словами, так воздействовать на их деятельность, что они могут многое здесь потерять. Сейчас, секундочку. Так, смотрим с вами финансовую сторону вопроса. А на финансовую сторону вопроса, обратите внимание, у вас все прекрасно. Здесь ложится король монет, король пентаклей. Аркан стабильности, аркан процветания, аркан финансовой помощи или поддержки. Причем здесь как просто, допустим, от какого-то партнера по бизнесу, например, мужчина земной стихии, телец, козерог или дева. Или же здесь, в принципе, этот аркан может указывать на банкира, финансиста, трейдера, то есть человек, который будет заниматься ростом ваших доходов, ростом ваших финансовых возможностей. То, что касается состояния здоровья, здесь ложится королева жезлов. Аркан, который говорит и призывает вас к энергичности. В первую очередь, как прокачать свою энергию, раскрыть свою энергетику. У кого-то благодаря женщине огненной стихии, овен, лев или стрелец. Это может быть как реальная подруга, знакомая из вашего круга общения, которая замотивирует заниматься здоровьем, будет следить, как вы там ходите на тренировки, как вы питаетесь. Так и в целом это может быть какой-то лидер, наставник, которого вы там видите в социальных сетях или на YouTube, и который вас мотивирует своими действиями, своим образом жизни, с тем, как человек выглядит, как себя ощущает, каким-либо изменением. Потому что королева жезлов – это, по сути, проявить свой потенциал. И здесь, поскольку это карта огня, это активное занятие спортом, то есть привести себя в порядок. Смотрим с вами вопросы личной жизни. Здесь у нас ложится 3 мечей. То есть ситуация из раненого сердца. У каждого это будет по своим причинам, а наша задача раскрыть и посмотреть, почему именно и в каком ключе. Итак, для тех, кто на данном этапе у нас свободен, что же у вас здесь? Как мы видим, здесь ложится король чаш. То есть сама по себе ситуация, когда вы можете познакомиться с мужчиной водной стихии, рак, скорпион или рыбы, но мужчина может оказаться неблагонадежным или просто незрелым, потому что, открывая колоду, здесь ложится паж жезлов. Это инфантильное поведение, это ситуация, знаете, как роман на однодневке, а вас не радует такое стечение обстоятельств, такие события. Для мужчин здесь мы дотягиваем 3 монет и паж монет. Ситуация, когда те девушки, которые попадаются в вашем окружении, относятся к вам меркантильно или, скажем так, пытаются выстроить исключительно потребительские отношения. Ну и как следствие разочарования в этом общении, в этом партнерстве, может быть и в женщинах как таковых в целом. Для тех же, кто у нас находится в любовных треугольниках, что здесь? По 8 чаш. Аркан, который говорит о разрыве отношений, о ситуации, когда вы сами себе разбиваете сердце, понимаете, что нужно уходить. Но рекомендую еще перепроверить эту ситуацию, а именно формат ваших взаимоотношений на отсутствие каких-либо деструктивных воздействий, то есть не приложил ли кто-то к этому руку. Ну и для тех, кто у нас в стабильных союзах, давайте смотреть, какова ситуация.
Для тех, кто в стабильных союзах, тройка мечей и тройка монет. Это, знаете, как разлучила работа или бизнес. Сама по себе ситуация, когда или вы, или ваш партнер, партнерша могут быть настолько погружены в работу, в бизнес, построение карьеры, что просто как-то может быть не до вас. Из-за этого могут быть ссоры, склоки, непонимания. Ситуация, как будто вы ощущаете себя ненужными. Плюс дно колоды показывает, что рыцарь монет — это как ситуация застоя, скучные серые будни, нет никакого просвета. Но здесь речь не идет о любовном треугольнике. Здесь о ситуации, когда идет нехватка времени друг на друга. И мы с вами анализируем рекомендации от карт. Девятка монет. Ну что могу сказать? Глядя даже вот, анализируя весь расклад, это такая позиция, куй железо пока горячо. Девятка монет, думайте о себе, о своей финансовой стабильности, о своем будущем. Это, в принципе, первооснова тельцов. То есть создавайте себе фундамент, подушку безопасности, вкладывайте в себя, в свое развитие, в свое здоровье. Потому что девятка монет – это аркан, который говорит сугубо о вашей самодостаточности, о ресурсах, которые вы создаете и о которых вы вкладываете в себя. Потому что впоследствии это вам позволит и процветать, и быть здоровыми, быть, так сказать, активными, действовать. А для вас это, скажу так, самое важное, самое главное. Ну и, конечно же, девятка монет – это взращивание самооценки. То есть уходить с работы или из отношений, которые вас тянут на дно, вас разрушают, не дают перспектив, не дают стабильности, потому что вы сами понимаете, что, знаете, как идете не туда, не тем путем. А мы с вами посмотрим на Ленорман неожиданность этого периода. Что у вас здесь? Итак, Луна, Клевер и карта Дожа. Дно колода карта мыши. Вот о чем здесь говорят арканы. Что здесь может быть сокрытый или тайный покровитель, потому что Луна, Клевер и Дож – это человек, который может оказывать вам содействие, поддержку, протекцию, в чем-либо помогать, быть наставником. Или обрести такого человека, даже, скажем так, не общаясь, не видя его лично, потому что, обратите внимание, здесь все проходит под покровом ночи. Знаете, как не быть знакомыми лично, а быть, допустим, знакомыми шапошно. Ну, то есть вы можете у кого-то приобрести курс, какое-то обучение или просто за кем-то наблюдать и брать себе его рекомендации в жизнь. В остальных же случаях и ситуациях это скрывать какие-то свои планы, цели или идеи от того, чтобы кто-то не воспользовался ими. Или скрыть чью-то ситуацию лжи, обмана или действий, направленных против вас. Ну и, конечно же, карта Дожа – это карта высшей защиты, как энергетической, так и, скажем так, физической, потому что здесь подразумевается помощь и содействие от вышестоящих лиц, которые окажут поддержку в любую трудную минуту. Поэтому вот такой месяц, вот такой расклад. Безусловно, закрываем для вас только лучшими арканами, чтобы действительно этот месяц вас порадовал позитивными событиями. Поэтому мы сейчас закроем арканом Император и закроем следующими вещами. Так, секундочку. Шестерка. Так, есть. Поэтому сильных вам покровителей, удачи, реализации планов, вашей мечты. И самое главное, верьте в себя, верьте в свои планы, в свои цели, потому что то, что вы себе сеете в вашей голове, всегда дает результаты. Будьте для себя путеводной звездой. Я вас благодарю за то, что остаетесь со мной. С вами не прощаюсь. До новых встреч.